Мужчины, давайте прекратим притворяться и посмотрим правде в глаза. Если вы сидите там, расстроенные, прилагаете бешеные усилия и не видите никаких результатов с женщинами, значит, вы делаете что-то радикально не так. Давным-давно пора понять, что верить в чудесные обещания, в готовые рецепты, из сетей или в пустые уловки – путь в никуда. Проснитесь. Название этого видео – не шутка «Как стать мужчиной, которого все женщины желают тайно». Если вы сейчас не уверены, полны сомнений, думаете, что нужно строить из себя клоуна, чтобы всем понравиться, пора менять пластинку. В этом выпуске я расскажу вам суровую правду, без жалости и сантиментов. И сразу предупреждаю, если вы не можете выдержать жесткой критики, лучше выключайте видео и ищите развлечения в другом месте. Но если вы устали быть наивным простаком, вкладываться в неправильных женщин и разочаровываться каждый раз, когда пытаетесь что-то предпринять и получаете отказ, тогда оставайтесь со мной до конца. Обещаю, советы, которые я дам, могут круто изменить расклад и вывести вас на уровень, о котором вы и не мечтали. Итак, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео и подписались на канал. Без отговорок, вам нужно проявить инициативу, и самое простое – это нажать кнопку подписки, чтобы показать, что вы действительно хотите изменить свою любовную жизнь. Так что ставьте лайк, жмите «Подписаться» и погружаемся в тему. То, что вы здесь услышите, это не пустая болтовня. Речь пойдет о развитии уверенности в себе, языка тела, эмоционального интеллекта, личной ценности, обо всем том, что заставляет женщину думать: «Боже мой, этот парень не похож на всех идиотов, что меня окружают». И поверьте, женщины редко признаются вслух в том, чего действительно хотят, но они это чувствуют, и вы можете научиться пробуждать в них это чувство. Хватит упорствовать в делах, которые не приносят результата. Хватит попадаться на эмоциональные ловушки и верить в несуществующие сказки. Приготовьтесь, я буду говорить жестко и прямо. Садитесь, слушайте внимательно и не пропускайте шаги. В самом конце у меня будет несколько бонус-советов, и если вы уйдете раньше, то потом не жалуйтесь, что вас по-прежнему игнорируют те женщины, которых вы хотите заполучить. Поехали. Номер 1. Развивайте уверенность, которая притягивает без лишних усилий. Возможно, вы думаете, что уверенность – это избитая тема, о которой все говорят, но мало кто действительно понимает, что это такое. Я не имею в виду самоуверенность на грани высокомерия или хождение с видом «я тут хозяин», при полном отсутствии внутреннего содержания. Речь идет о непоколебимой уверенности в том, что вы мужчина, достойный того, чего хотите. И здесь, мой друг, нет места для тех, кто только и делает, что жалуется, мол, жизнь несправедлива, женщины хотят только богатых и красивых. Прекратите ныть, черт возьми. Если вы сами не верите в свою ценность, почему они должны верить? Уверенность проистекает из внутреннего убеждения, что вы знаете, кто вы, и что вам не нужна постоянная внешняя похвала. Это твердое понимание того, что именно вы приносите к столу. Если вы из тех, кто волнуется, а вдруг ей не понравится, вы идете неверной дорогой. Уверенный мужчина об этом не беспокоится. Он показывает, кто он есть, ясно формулирует, чего хочет, и идет дальше. Кроме того, уверенность нельзя обрести по щелчку пальцев. Она формируется путем самопознания, опыта, ошибок, которые дают урок, и главным образом, благодаря вашей осанке и манере поведения. Видели когда-нибудь мужчину, который входит в помещение, и все сразу ощущают его уверенную энергию? Так вот, дело не в дорогом костюме или роскошном автомобиле, а в том, как он ведет себя, как смотрит в глаза, как говорит, как ходит. Если вы постоянно прячетесь, словно просите прощения за свое существование, никакой фирменный костюм не спасет. Женщины унюхают вашу неуверенность за версту. И не обманывайтесь, у них на это почти сверхспособности. Так что хватит быть тряпкой. Начните вкладывать в свое личное развитие. Читайте, ходите в спортзал, работайте над навыками коммуникации, ставьте перед собой цели. Поймите, уверенность, которая притягивает без особых усилий, это не спектакль, а отражение мужчины, который знает свое место в жизни. И если вы из тех, кто боится отказа, пришла пора встряхнуться и преодолеть свой страх. Ведь без уверенности, дружище, все, что я скажу дальше, не будет иметь значения. Вы останетесь очередным сереньким среди толпы, а никто не хочет быть просто одним из многих, верно? Номер 2. Язык тела неотразимых мужчин. Слушайте внимательно,
потому что здесь большинство из вас крепко проваливается. Язык тела – это не просто расправленная грудь или подражание позе героя из фильмов. Бесполезно выучить пару советов по осанке и потом двигаться, как запрограммированный робот. Женщины быстро это замечают и считают смешным. Что делает язык тела неотразимым? Он отражает вашу внутреннюю уверенность и умение держаться спокойно. Посмотрите на себя изнутри, если вы взвинчены, в панике, боитесь, понравитесь ли вы ей, ваше тело выдаст все напропалую. Опущенные плечи, блуждающий взгляд, вялая поза, неуверенные движения. Хотите удар по самолюбию? Если вы себя так ведете, значит, сами просите, чтобы вас игнорировали. Неотразимый мужчина держит спину прямо не потому, что посмотрел обучающее видео, а потому что он привык уважать себя. Он не ежится, словно просит разрешения дышать. Он смотрит в глаза уверенно, но не сверлит взглядом, как маньяк. Просто дает понять, что не боится поддержать зрительный контакт. Он не машет руками, словно сумасшедший, но и не застывает неподвижно, как восковая фигура. Это баланс, рождающийся из опыта и внутреннего спокойствия. Женщины обращают внимание, если вы слишком дерганы, не можете спокойно стоять, выглядите напряженным или делаете резкие движения. Все это сигнализирует о вашей неуверенности. Поэтому начните следить за собой не для того, чтобы отыгрывать роль, а чтобы понять, что транслирует ваше тело. Если вы внутри не в ладах с собой, ваш внешний вид это выдаст. Решение – настоящая внутренняя уверенность. Если вы совместите ее с открытой позой, руки не скрещены, грудь немного подана вперед, голова высоко, вы начнете излучать силу и самоконтроль. И угадайте, что? Женщины это прекрасно замечают. Хватит сидеть в уголке конфоркой или размахивать руками, как испуганная птица. Спокойствие, осознанность и тихая сила – вот язык тела того, кто неотразим. Номер 3. Почему эмоциональный интеллект – самое мощное оружие? Какой толк быть качком, обладателем сотни дипломов или приличного счета в банке, если вы эмоционально безграмотны и не понимаете даже собственных разочарований? Не имея эмоционального интеллекта, вы будете накосячить каждый раз, когда возникнет спор или отказ. И женщины быстро это считывают. Мужчина, который срывается из-за любого пустяка, который дутым недовольством реагирует на неудачу, эмоциональный ребенок. А с детьми никто возиться не будет, их отправляют в бан без сожаления. Так что бросайте притворяться альфа-самцом, если не можете справиться со своими чувствами. Эмоциональный интеллект подразумевает знание своих эмоций, умение их контролировать, не впадать в панику и не обвинять других при первых же трудностях. Включает и эмпатию, осознание того, что женщина перед вами – не вещь, а человек со своими чувствами, неуверенностями и желаниями. Если вы не способны понять, когда она раздражена, грустна или нуждается в поддержке, вы сделаете какую-нибудь глупость и потеряете очки в ее глазах. Знаете того парня, который не замечает, что ляпнул лишнего, и не улавливает очевидных сигналов дискомфорта у женщины? Так вот, ему гарантированно грозит забвение. Зато мужчина, у которого хватает чувствительности заметить смену настроения и найти мягкий, уважительный подход, выигрывает. И не путайте эмпатию с глупым угождением. Можно быть чутким и при этом настойчивым. Важно уметь говорить «нет» и при этом не выглядеть дикарем. Не позволяйте эмоциям управлять вашими реакциями, будьте хозяином самого себя. Тогда женщина поймет, что вы надежный и не сорветесь от пустяков, что вы сможете поддержать ее в нужный момент. Подобные мужчины – редкость, друг мой. Если вы разовьете эмоциональный интеллект, засверкаете, как маяк, на фоне толпы недоразвитых нытиков. Хватит вести себя, как избалованный мальчишка. Загляните в себя, научитесь справляться с фрустрациями, виной, тревогами. Поверьте, это одна из важнейших причин, почему женщины хотят быть рядом с вами надолго. Номер 4. Будьте тем мужчиной, которого она не хочет потерять. Сейчас полно парней, которые считают, что ценность – это кошелек, набитый деньгами. Да, деньги помогают, но подлинная ценность мужчины гораздо глубже. Это тот, у кого есть принципы, цели, кто уважает себя и других, кто не продается за крошечные подачки внимания.
Если вы существуете как зомби, без цели и направления, при этом рассчитывая, что женщина расплавится перед вами, извините, но это несерьезно. Ни одна женщина не желает тянуть на себе ходячего мертвеца, у которого нет представления о будущем. Значит, просыпаемся. Найдите цель, что-то, что вас вдохновляет. Это может быть карьера, личный проект, спорт, что угодно, но вам нужно иметь смысл в своих действиях. И это также защищает вас от мошенников, обещающих выучите несколько фраз, и любая женщина ваша. Не будьте наивны. Чтобы быть мужчиной с ценностью, нужно посвятить себя делу и иметь смелость вкладывать в него время и силы. Женщина, безусловно, замечает, ответственны ли вы, дисциплинированный, умеете ли держать слово. Если вы постоянно все срываете, врете или каждый раз меняете мнение, она быстро поймет, что вы не держитесь за слово. А мужчина без слова, без обязательств – пустое место для большинства действительно настоящих женщин. Или вы учитесь относиться к своим обязательствам серьезно, или все станут считать вас клоуном. Мужчина с ценностью не продастся за секс, не становится рабом лести, не жертвует своей личностью только чтобы угодить. Поэтому он редок, и поэтому женщина лишний раз задумается, стоит ли его терять. Итак, хотите быть мужчиной, которого она не захочет потерять, перестаньте быть тряпкой. Показывайте, что вы чего-то стоите, доказывайте это в мелочах каждый день, проявляйте ответственность, честность и твердость в решениях. Это многих пугает, потому что не все хотят брать на себя такую ответственность. Но те, кто не готов к ответственности, не должны жаловаться, когда остаются в одиночестве или когда их меняют на более зрелого человека. Номер 5. Смесь тайны и аутентичности, которая притягивает. Поговорим об этом. Многие мужчины думают, что быть загадочным – это играть в чудака, строить из себя недотрогу, бесконечно отвечать «не знаю» и делать вид, что ты секретный агент. Полная чушь. Настоящая таинственность – это не выкладывать сразу все подробности о себе с первой же встречи, это иметь некую закрытость, побуждающую девушку захотеть узнать больше. При этом нельзя превращать это в обман. Если вы начинаете придумывать небылицы или скрывать базовые факты, это порождает лишь недоверие. То, что действительно очаровывает, это ваша искренность во взглядах, образе действий, без полного выворачивания карманов на первом же свидании. Если она спрашивает о прошлом, вы можете рассказать кое-что, но не обязаны погружаться во все детали о ваших бывших или перечислять все неудачи в жизни. Оставьте пространство для размышлений. Одновременно дайте понять, что вы не кукла, которую можно крутить как угодно. Если она заметит, что у вас есть своя точка зрения, но вы не собираетесь раздувать конфликт, это вызывает уважение. Девушкам нравится постепенно открывать мужчину, а если вы обнажаетесь эмоционально с первых же минут, она может быстро заскучать. Так что держите баланс. Будьте честны, но отбирайте, что рассказывать вначале. Создайте здоровую атмосферу любопытства, но не играйте роль суперзагадочного типа, который выглядит высокомерно или закрыто. Это умение одновременно показывать, кто вы, и оставаться немного нераскрытым, разжигает в ней желание узнать больше. Главная ошибка многих мужчин – это говорить о себе слишком много, похваляясь или оправдывая каждое свое действие. Это ведет к скуке. Учитесь ценить молчание, отвечать спокойно и, конечно, обращать внимание на то, что говорит она. Вы не один должны тут раскрываться, она тоже должна проявить, что ей есть что предложить. Такая динамика создает другое впечатление. Вы оказываетесь тем мужчиной, который и заинтриговывает, и завораживает, вместо очередного парня, который вываливает на стол всю свою жизнь за полчаса. Номер 6. Как создать незабываемое мужское присутствие. Мужское присутствие – это не про то, что нужно быть гигантом или иметь очень низкий голос. Речь идет об интенсивности, с которой вы занимаете пространство, об энергетике, которую вы излучаете, появляясь в компании. Все издалека чувствуют, когда мужчина обладает этой сильной вибрацией и осанкой, я здесь и понимаю, что делаю. Это замечают женщины, мужчины, все без исключения. И это не быстрые советы из книжки. Оно идет от умения понимать себя, доверять своей интуиции и не доказывать всем вокруг, что ты чего-то стоишь. Если хотите быть незабываемым, перестаньте выпрашивать одобрение, перестаньте оглядываться по сторонам, чтобы понять, кто вас оценивает. Просто будьте в моменте, полностью, без постоянных мыслей, что подумают другие. И да, этому нужно учиться.
Никто не становится таким в один день. Вы должны бросать себе вызовы, покинуть зону комфорта, встречаться с собственными страхами. Когда вы их преодолеваете, вы ощущаете, что способны на многое, и каждая такая победа добавляет очков вашей уверенности. В итоге, заходя в бар, на вечеринку или даже на ужин с друзьями, вы уже не сидите, напряженно сжавшись. Вы чувствуете себя отлично, зная, что никому ничего не должны. Конечно, не путайте это с высокомерием. Высокомерие – это пустая спесь, когда человек кричит «смотрите на меня». А сильное присутствие – это спокойная убежденность, которая не требует внимания, но его все равно получает. И в женских глазах это сводит с ума. Если хотите, чтобы вас запомнили после встречи или даже после непродолжительного разговора на работе, концентрируйтесь на своей искренности, смотрите в глаза, говорите четко, не боясь высказать идею. Покажите, что вы цените свое пространство и не позволите затоптать себя. Именно совокупность этих деталей заставит девушку лежать без сна и думать, кто этот парень с такой мощной энергетикой. И вот тогда, дружище, если она начала тебе думать, дело сделано. Номер 7. Раскройте силу слушать и глубоко соприкасаться. Буду откровенна. Большинство мужчин не умеет слушать. Все очень просто. Они делают вид, что слышат, но на деле витают мыслями где-то далеко, ожидая своей очереди говорить. А потом удивляются, почему женщина не чувствует связи, исчезает или не хочет продолжать общение. Ведь если вы не слушаете ее слова, как же построить беседу, в которой есть подлинные эмоции? Умение слушать недооценено, но это одна из самых редких и ценных черт в мире, где полно эгоистов. Забудьте о том, чтобы все время нести чушь о себе. Учитесь действительно слушать. Спросите у нее, что ее вдохновляет, что ее волнует, каковы ее мечты, самые веселые воспоминания. Только умоляю, делайте это не как допрос, а с искренним интересом. Если она заметит, что вы и вправду внимательны, задаете вопросы и заботитесь о ее ответах, она почувствует себя ценной. И вот тогда возникает соединение. Когда она увидит, что вы не просто жаждете перетащить ее в постель, а искренне интересуетесь ее личностью и переживаниями, вы обгоните десятки соперников. И внимание, слушать не значит совсем соглашаться. Если у вас другое мнение, высказывайте его, но вежливо. Так вы создаете дискуссию, которая может даже разжечь искру положительного напряжения. Но не надо превращаться в скучного спорщика, который хочет показать свою правоту. Помните, слушать – это прежде всего стараться понять точку зрения другого человека. Когда вы действительно освоите искусство слушать и налаживать контакт, вы станете тем мужчиной, к которому она пойдет, чтобы выплакаться, поделиться тайнами, ведь она поймет, что вы способны ее понять. И когда женщина ощущает, что ее понимают, она привязывается. Так что если до сих пор вы перебивали или меняли тему, пришло время это исправить. Начните слушать больше, чем говорить, и увидите, как перед вами откроются новые двери. Номер 8. Превратите уязвимости в силу и обаяние. Покончим с идиотской установкой «мужчины не плачут», которая плодит толпы эмоционально несостоятельных людей, не способных справиться с собственными чувствами. Хотите, чтобы к вам реально потянулась женщина? Тогда решитесь быть искренним, в том числе и в страхах и неуверенностях. Но внимание! Не говорю, что надо постоянно ныть и жаловаться. Речь о зрелости, признать, что вы человек, а не робот, и при этом продолжать расти над собой. Если вы никогда не открываетесь, она решит, что вы поверхностны, холодны, не способны к глубокому контакту. С другой стороны, если вы выблескиваете все свои проблемы и начинаете жаловаться на каждую мелочь, она может подумать, что вы не в состоянии выдержать отношения. Найдите золотую середину. Если вас что-то пугает, признайте это спокойно, показав, что работаете над преодолением. Если у вас были ошибки в прошлом, не бойтесь сказать об этом, но подчеркните, чему научились и как изменились. Это вызывает эмпатию, ведь она видит перед собой живого человека, а не надуманного персонажа. И да, многие женщины проникаются к мужчинам, которые показывают определенную уязвимость, потому что понимают, тут не просто машина, а человек со своим жизненным путем. Это то, что я называю очарованием несовершенного парня. Все мы имеем недостатки, но мало кто умеет признавать их и стараться преодолеть достойно. А это чертовски привлекательно, потому что говорит о вашей скромности и внутренней силе. Так что не изображайте непобедимого супергероя,
но и не скатывайтесь в бедняжку. Будьте честны в том, кто вы есть, не стесняйтесь своих косяков, показывайте, что сохраняете боевой настрой. Эта искренность очаровывает сильнее любой игры на публику. Номер 9. Магнетизм мужчины, который знает, чего хочет. Знаете, что выводит женщин из себя? Мужчины, которые не понимают, чего хотят, то ли отношений, то ли свободного времяпрепровождения, то ли строить будущее, то ли вечно оставаться одиноким. Такая неопределенность порождает гигантскую неуверенность, а ни одной женщине не хочется водиться с парнем, который сам не знает, куда идет. Если вы не знаете, чего хотите, как вы сможете предложить ей какую-то историю? Мужчина, уверенный в своих целях, не играет в детские игры. Если он хочет серьезных отношений, он это говорит. Если ему нужна легкая интрижка, также говорит прямо. Если он хочет сейчас сфокусироваться на карьере и не может уделять много времени, говорит об этом честно. Да, может быть, это оттолкнет некоторых девушек, но по крайней мере вы не теряете время и не обманываете никого. К тому же для многих женщин мужчина, который знает, чего хочет, ассоциируется с уверенностью и зрелостью. Если вы четко представляете, к чему стремитесь, вам не нужна чужая оценка. Вы действуете. Хочется позвать ее погулять? Приглашайте прямо, без туманных намеков. Хотите чего-то более серьезного? Наберитесь смелости завести этот разговор, а не ждите, пока само все уладится. Этот магнетизм проистекает как раз из вашей уверенности в собственных планах. Вы не дрейфуете, пока она не подскажет вам курс. Напротив, вы сами прокладываете маршрут и предлагаете ей присоединиться, если пожелает. И пусть потом будут какие-то корректировки, сам факт вашей целеустремленности уже чрезвычайно привлекателен. Большинство мужчин живет по принципу «а вдруг прокатит» или «посмотрим, что будет». Это лень брать ответственность за жизнь. Женщины быстро это видят. Так что, если вы устали, что вас водит за нос, возьмите бразды в свои руки. Будьте тем, кто не просит разрешения мечтать, действовать и выражать свои чувства. Именно такого мужчину ищут многие женщины, хотя и не признаются вслух. Им нужен тот, кто иногда поведет их за собой, не превращаясь в диктатора. Идите и покажите, я знаю, чего хочу, и иду к этому. Это невероятно притягивает. Номер 10. Как вырастить привлечение с помощью мелких жестов. Возможно, вы считаете, что чтобы ее зацепить, нужно делать большие жесты, роскошные сюрпризы или дорогие подарки. И попадаетесь в ловушку, пытаетесь купить ее внимание. Но настоящая симпатия зарождается в повседневных мелочах. Если вы тот, кто замечает ее предпочтения, особые выражения, или когда она меняет прическу, вы показываете, что вам не все равно. Если посреди дня вы напишете короткое, но искреннее сообщение типа «вспомнила тебе, увидев это», поверьте, это затронет ее куда сильнее, чем кольцо с бриллиантом. Вы показываете, что слушаете, что вы не эгоистичный придурок, озабоченный только собой. Но осторожнее, чтобы не стать прилипалой, который шлет ей каждые 5 минут по «приветике». Тут важно чувство меры. Можно удивлять ее, не будучи чрезмерным, проявлять внимание, не превращаясь в подхалима. С другой стороны, женщины устают от парней, которые не проявляют инициативы. Не зовут встретиться, не предлагают что-то необычное. Значит, нужно хотя бы иногда планировать что-то интересное, пусть даже скромное, но с душой. Это может быть прогулка в красивом месте или ресторан, в котором вы прежде не бывали, но он точно бы ей подошел. Такие маленькие задумки формируют приятные воспоминания. Если вы ждете, что она все сама предложит, вы становитесь мертвым грузом. А кто захочет тащить на себе такой балласт? Так что научитесь быть внимательным, думайте, чем можно заинтересовать, вносите разные идеи. Эти маленькие знаки внимания показывают, что вы цените ее компанию и что вы не просто гонитесь за сексом или внешностью. Именно это потихоньку и выстраивает более глубокое, взаимоуважительное влечение. Перестаньте думать, что нужны грандиозные сцены. Часто самое «вау» впечатления рождают простые мелочи, которые трогают сердце женщины. Номер 11. Роль чувства юмора в покорении и удержании ее интереса.
Сейчас сделаю вам выговор, если вы из тех, кто слишком серьезен и не умеет смеяться над собой, кто не понимает шуток или не умеет сам шутить, пора пересмотреть свои взгляды. Юмор – это не клоунада, а искусство вносить легкость, дарить улыбки, снимать напряжение. Женщины ценят в высшей степени мужчину, который умеет шутить с умом, без оскорблений, который смеется над своими промахами, не превращаясь при этом в неуверенного самоед. Такая атмосфера невозмутимости и радости создает приятное поле вокруг вас. Если рядом с вами ей весело и легко, догадайтесь, она захочет быть с вами дольше. Частая ошибка – думать, что юмор сводится к заготовкам анекдотов или клоунству на не-стоп. Нет, не путайте. Если вы слишком стараетесь ради внимания, это только отпугнет. Притягательный юмор возникает естественно, когда вы уверены в себе, когда не боитесь посмеяться над неловкой ситуацией, когда ваш разум достаточно гибок, чтобы делать остроумные замечания. И, конечно, никаких шуток о ее внешности или о других людях с явной грубостью. Оскорбительный юмор лишь показывает, что вы дурак без сострадания. Кроме того, чувство юмора помогает сохранить спокойствие, когда что-то пошло не по плану. Случилось непредвиденное на свидании. Вместо того, чтобы жаловаться, используйте возможность посмеяться над этим вместе. Такая реакция притягательна, ведь женщина видит, что вы не ломаетесь из-за мелочей. Но опять повторю, не превращайтесь в клоуна 24 часа в сутки. Баланс – ключевое слово. Мужчина, который умеет быть серьезным, когда нужно, но не делает жизнь тяжелой и безрадостной, тот, кого обычно не забывают. А если вы пока не научились этому, тренируйтесь. Читайте, наблюдайте за по-настоящему веселыми, но не кринжовыми людьми. Пробуйте чаще бывать среди людей. Постепенно вы научитесь естественно вплетать в разговор шутки. И однажды заметите, что она обожает вас за то, что умеете искренне рассмешить ее, ведь тот, кто дарит ей улыбку, завоевывает огромное место в ее сердце. Номер 12. Будьте мужчиной, который вдохновляет фантазии и уважение. И в завершение переходим к главному. Возбуждать желание и фантазию у женщины – это не только про физическое влечение, но и про пробуждение восхищения. Вы хотите, чтобы она глядела на вас и думала: «Ничего себе, этот парень потрясающий, не могу его упустить». Тогда поймите, для этого нужен комплекс качеств. Мы уже поговорили о реальной уверенности, сильной подаче, эмоциональном интеллекте, чувстве юмора. Теперь добавим главный штрих – уважение. Без уважения все остальное рушится. Если вы плохо обращаетесь с людьми, грубите официанту или унижаете тех, кто слабее, вы показываете слабый характер. И это убивает любое влечение у умной женщины. Так что оставайтесь твердым, но справедливым. Проявляйте сострадание, эмпатию, принципы. При этом не утрачивайте мужественность. Вы можете быть очень милым, но в нужный момент все-таки берите инициативу. Показывайте, что вы мужчина действия, а не пустых слов. Так вы становитесь тем, кого она уважает и кем восхищается, тем, о ком она фантазирует, представляя рядом и в быту, и в более интимных моментах. И если вы соедините все, о чем мы говорили, реальную уверенность, уверенный язык тела, эмоциональный интеллект, личную ценность, правильную долю тайны, яркое присутствие, умение слушать, способность проявлять уязвимость, четкость в целях, внимательность к мелочам, чувство юмора и уважительное поведение, вы подниметесь с уровня «очередной парень, да, тот», которого женщины хотят тайно. Не думайте, что это элементарно. Вам придется приложить усилия, анализировать себя, менять привычки, преодолевать страхи. Но если вы устали от того, что вас вытирают об вас ноги, отвергают или используют, пора взрослеть и брать бразды правления в свои руки. Поняли? А теперь ставьте лайк, если еще не поставили, подписывайтесь на канал, чтобы и дальше получать тяжелую артиллерию советов, и главное, начинайте действовать. Ни один текст вас не спасет, если вы продолжите сидеть и ждать чуда. Действуйте и докажите, что вы не очередной серый. Это и есть путь, чтобы стать мужчиной, которого все хотят, а немногим удается узнать по-настоящему.